Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Сила Сибири-2 исчезла во второй раз. Сначала из планов Монголии, а теперь из утвержденного правительством России перечня магистральных газопроводов, которые могут быть построены «Газпромом». Александр, пожалуйста, прокомментируйте данную новость. Дорогие друзья, если почитать этот перечень в российской газете, то там будут перечислены только те газопроводы, по которым есть контракты. Представляете? Шок. Там нету газопроводов, по которым нет контрактов. Давайте посмотрим, что там упоминается. Там упоминается дальневосточный маршрут поставок российского газа. То есть это то, что у нас иногда называют «Сила Сибири-3». Вот если вы слышите «Сила Сибири-3», это дальневосточный маршрут поставок газа, который берет свое начало где-то на Сахалине, без уточнения, где конкретно, это связано с санкционными режимами в первую очередь, и идет в Китай. И 10 миллиардов кубов будут по этому маршруту прокачиваться. Там есть газопровод, по которому будет поставляться газ в Казахстан. Ну, будут осуществляться дополнительные поставки газа в Казахстан. По этому газопроводу есть уже действующее соглашение. Вы представляете? А по силе Сибири-2 нету контракта, поэтому какой смысл его прописывать? То есть, если это перечень тех проектов, по которым уже приняты необходимые решения и заключены все необходимые контракты, ну да, там не будет силы Сибири-2, контракта по нему нет. Поразительно. Я не знаю, что там должно было надоесть китайцам, которые бегают по всему миру и пытаются дотянуться до любых альтернативных поставок энергоносителей. Я понимаю, конечно, что у нас тут есть определенные любители этой темы, вот, с поставками газа в Китай. И по удивительному стечению обстоятельств у нас вокруг поставок газа в Китай сформировалось совершенно иной эмоциональный контекст, нежели с поставками газа в Европу. Ну, то есть Европу мы сейчас все не любим. Прям вот все единым порывом прям перестали любить Европу. Даже ту, которая пытается вот бегать и играть роль кота Леопольда, и своим кричать: ребята, остановитесь, хватит, мы хотим продолжать сотрудничество с Россией, хватит тут вообще вот безобразничать. Вот эту Европу мы, наверное, тоже не любим? Или все-таки к этим присмотримся и поймем, что не все так однозначно, как говорил классик? Но, тем не менее, мы к поставкам в Европу относимся как к какой-то такой, знаете, штуке, ну, само собой разумеющейся. Ну, это в Европу, да, дешево поставляем туда газ, но, ладно, это европейцы, ну, нормальные ребята, с ними в целом все понятно. Мы их не любим, но ребята нормальные. Но как только начинаешь говорить про поставки в Китай, тут у людей начинают такие интересные вещи всплывать, которые активно закладывались в 90-е и в первой половине нулевых годов. Как мне представляется, я, возможно, сильно заблуждаюсь. Вот. Я не буду сейчас, знаете, какие-то конструкты создавать, что Россию пытались сделать угрозой в мягком подбрюшье Китая, быстро растущего в 90-е годы, чтобы Россия в какой-то момент там вспомнила про все претензии к Китаю, ну и начала... Знаете, вот есть около России такие страны, у которых масса претензий к России возникла в какой-то момент. Ну, в общем, вот что-то такое пытались сделать в России, мы не будем касаться этой темы. Не будем. И не будем касаться темы, откуда вообще взялись вот эти, знаете, китайская угроза, какие-то вот эти вот пещерные представления синофобские о Китае. Кстати, дорогие пещерные синофобы, ваши большие друзья живут знаете где? В Соединенных Штатах. Вы найдете единомышленников и среди демократов, и среди республиканцев, потому что разница между ними в отношении внешней политики практически отсутствует. А если вы скажете Китай, то там у всех начинает, знаете, вот пена изо рта идти, и кровью глаза начинают наливаться. Потому что Китай они все вместе очень сильно не любят. И их внешняя политика вся абсолютно направлена на то, чтобы что-то нехорошее сделать с Китаем. Самим при этом, чтобы не пострадать, но вот что-то нехорошее сделать с Китаем. Поэтому, дорогие друзья, вы читаете американскую прессу, вы найдете массу чудесных доводов, почему еще Китай не надо любить. Кстати, любить Китай не надо. Нужно понимать, что это такой же торговый партнер, как и все остальные. Если ты, уважаемый зритель, вот персонально ты, уже побежал или подумал, а пока за сколько мы продаем газ в Китай, я тебе отвечу.
Мы продаем газ в Китай примерно за столько же, за сколько мы продавали бы этот газ в Европу, если бы до сих пор действовал нефтяной принцип ценообразования. То есть в Китай мы продаем газ в рамках контрактов с нефтяной привязкой, а в Европу продаем газ в рамках контрактов с биржевой привязкой. И в качестве индикативов используются биржевые котировки в Европейском Союзе, как и все прочие поставщики газа, которые работают с Европейским Союзом. Кстати, в Китае у нас контракт подписан с нефтяной привязкой, как у подавляющего большинства поставщиков, у кого есть контракты долгосрочные с китайскими покупателями. У них тоже действует нефтяная привязка. Китай в меньшей степени зависим от биржевого ценообразования, что позволило ему относительно безболезненно пройти период мирового энергетического кризиса, который по нему, казалось бы, тоже должен был сильно ударить, как по одному из крупнейших импортеров энергоносителей. Но нет, не ударил, потому что та часть газа, которая торговалась с нефтяной привязкой, мало зависела, точнее, цена этого газа мало зависела от вот этих вот скачков на бирже, которые происходили. Вот. Мы поставляем газ сейчас, да, если... А вот ты, уважаемый зритель, если вот после этих моих слов написал, а я вот читал, что $120 стоит наш газ на рынке Китая, я отвечу, да, действительно. Стоил наш газ $120 на рынке Китая в первом квартале 2021 года. Потому что по действующему контракту с Китаем у нас лаг в пересчете цены 9 месяцев, 3 квартала. И на цену в первом квартале 2021 года действовали те показатели, которые сформировались на рынке во втором квартале 2020 года. А во втором квартале 2020 года, если вдруг кто забыл, и с нефтью, и с нефтепродуктами творилась такая красивая картинка, какой, надеюсь, мы никогда больше не увидим. Они доходили до исторических минимумов, ну, цены на эти энергоносители доходили до исторических минимумов. И вот подставленные средние значения в формулу цены в первом квартале 2021 года дали, да, действительно, $120. Примерно, кстати, по этой цене мы в какой-то момент продавали газ в Европу. В период кризиса на рынке нефти в 2014-2016 годах. Там был период, когда наша цена при поставках в Европу где-то была $120-150. Ну, вот не сильно большая разница. Да, это вот такая зависимость от нефти и нефтепродуктов. К сожалению, вот она имеет место. А сколько сейчас стоит наш газ в Европе? Немножко больше, правда? Да. Правда, когда люди, почитавшие западную прессу, кстати, по-моему, я ее уже упоминал сегодня, начинают рассказывать, что Россия предоставляет скидку для Китая за газ, то неожиданно выясняется, что эти люди просто не очень понимают, о чем говорят. Скидку никто не предоставляет. Это разные системы ценообразования. И если вдруг биржевые котировки, как, скажем, было в 2020 году, упадут опять там, до $40 за 1000 кубических метров, то наш газ будет идти в Европу, если он все еще будет идти в Европу. Ну, за вот эти $40 за 1000 кубических метров ничего не попишешь. Биржевые котировки, биржевой принцип ценообразования. А если нефть подешевеет или, наоборот, подорожает, то пропорционально изменится и цена нашего газа, поставляемого в Китай. Тут, кстати, некоторые люди, опять же, забывают, что мы в Китай поставляем практически чистый метан. То есть мы из газа извлекаем все на своей территории, что можно продать отдельно на Амурском газоперерабатывающем заводе, который специально для этого построили. И чистый метан отправляем в Китай, в отличие, скажем, от среднеазиатских поставщиков, в отличие от нашего газа, который идет в Европу, там еще дополнительные компоненты есть, этановая составляющая довольно большая, которой в свое время пользовались наши европейские партнеры, извлекая дополнительный этан и используя его как отдельное сырье для производства этан, этилен, полиэтилен, ну и далее высокомаржинальная продукция из полиэтилена. Вот чтобы такого не происходило, мы построили Амурский газоперерабатывающий завод, сейчас строим Амурский ГХК, газохимический комплекс, и из этого газа все извлеченное будем отдельно перерабатывать и продавать. Собственно говоря, уже продается, ну, как бы, сами эти газы, извлеченные, широкая фракция легких углеводородов. Вот. Гелий продается отдельно. Ну, а когда Сибур запустит ГХК, вот этот самый, ну что ж, будем отдельно продавать еще и продукцию этого ГХК. Ну, вот как-то так. То есть тут нужно еще вот такую составляющую иметь в виду. А ее почему-то не замечают. И то ли специально не замечают, то ли люди не понимают, о чем они говорят. Хотя, в общем-то, для потребителей информации, мне кажется, разницы особо никакой нет. Он так и так получает информацию неполную. Ну и, знаете, эмоционально заряженную. Вот как сейчас.
про «Силу Сибири-2». Будет проект «Сила Сибири-2», не будет проекта «Сила Сибири-2». Я лично считаю, что будет в том или ином виде. Потому что «Сила Сибири-2» можно зайти на... Я как-то записывал отдельно довольно большой ролик на инфотеке на эту тему. Вот можно зайти посмотреть. А так вообще «Сила Сибири-2» претерпела массу изменений за все время существования идеи этого проекта. Проект «Алтай» сначала был, потом была «Сила Сибири-2» в одном виде. Потом «Сила Сибири-2» появилась в другом виде, вот с учетом поставок через Монголию. Но пока по «Силе Сибири-2» действительно не заключен контракт. Ай-яй-яй, кто бы мог подумать. Ну вот не... Вы знаете, очень странно было бы заключать контракты, если у покупателя нет пока потребности в этом газе. И он не видит потребности в этом газе на определенный промежуток времени, который он рассматривает, ну, там, на ближайшие лет 5, 6, 10, может быть. То есть будут ли при этом, прошу прощения, расти поставки газа в Китай-то? Конечно, будут. Обратите внимание, на 7 месяцев раньше, чем планировалось, в Китае закончили строительство газотранспортной инфраструктуры протяженностью 5000 с лишним километров, по которой газ из России, из «Силы Сибири», будет поставляться китайским потребителям. И вот эта газотранспортная инфраструктура вся, вот эта вот система магистральных газопроводов, если говорить точно, заканчивается где-то в районе Шанхая. И вот закончили как раз строительство. Скоро вводят сейчас в эксплуатацию, и все на плановые суточные показатели поставок «Силы Сибири» выйдет не в 2025 году, как планировалось, а в 2024 году. Это отражает спрос на российский газ, в частности, и газ вообще, который наличествует в Китае. Опять же, сейчас идет речь о том, что, а может, мы как-то через Казахстан забуримся и отправим газочек, опять же, в Китай. То есть будем и Казахстану поставлять, и что-то в Китай направим. Насколько это оправдано? Ну вот мы с Борисом и в разных форматах обсуждали этот вопрос, и сходились на том, что, в принципе, это возможно. То есть, если это позволит сэкономить деньги, организовать поставки газа дешевле, и китайская сторона на это согласится, то почему нет? Почему бы и нет? То есть нету никакой необходимости реализовать именно «Силу Сибири-2». И последнее, что здесь хотелось бы отметить, «Сила Сибири-2» – это проект, упрощающий организацию объединения единой системы газоснабжения с теми газотранспортными мощностями, которые находятся на востоке страны. То есть упрощающий создание единой системы газоснабжения на территории всей Российской Федерации. Но отсутствие «Силы Сибири-2» не означает, что газопроводы, соединяющие единую систему газоснабжения с имеющимися газотранспортными мощностями на территории востока страны, не строится, что этот газопровод как-то взяли и исключили. Ну, тем более, что про начало его строительства, в общем-то, объявляли еще год где-то назад. Вот так, дорогие друзья. Вот как-то так это все выглядит. Ну, так что, знаете, я вообще очень люблю, когда начинают «Силу Сибири-2» хоронить. Всегда можно поговорить и про Китай, и про его потребности, и про организацию поставок из Российской Федерации. Ну и посмотреть на все эти чудесные, знаете, попытки пошутить, там, что эмоционально это уже всем надоело. Да, эмоционально очень надоел проект, который говорит: ребят, 50 миллиардов кубов не хотите? Вообще не хотят. Они просто ускоренными темпами увеличивают закупки газа по «Силе Сибири». Это потому, что они вообще не хотят российский газ. Вот ни в каком виде. Фу! Это потому, что неопережающими темпами потребности в газе в Китае растут. И это не связано с тем, что где-то на 200 миллиардов кубов к концу текущего десятилетия потребности газа в Китае могут вырасти. Нет. Дополнительные 50 миллиардов, которые нельзя перекрыть ни шестым, ни пятым, ни 25-м флотом, вообще никого не интересует. Особенно в наше неспокойное время. В чью сторону вы там пишете свои посты в телеграм-каналах? В чью сторону иронизируете? Наверное, в свою собственную, глубоко погруженную в эту тему. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube то блокирует, то разблокирует, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будет ссылка на канал уважаемого Александра Фролова и реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех просторах без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, так что, дорогие друзья, подписывайтесь и на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», и на телеграм-канал «Инфотек», ну и на сайт «Инфотек» тоже заходите. На сегодня все. До свидания.